Вольер Ленинского зоопарка, в котором жила рысь, всегда привлекал больше всего внимания. Люди ходили к нему специально, чтобы посмотреть не только на это интересное дикое животное, но и на его миловидную соседку. Вместе с рысью в вольере жила небольшая кошка, самая обыкновенная, но все же удивлявшая людей, которые видят ее впервые. Местные же жители давно привыкли к такому необычному соседству. Познакомились эти животные еще в 2007. Рысь по имени Линда родилась в зоопарке, но собственный вольер получила лишь тогда, когда немного выросла. Ей было очень одиноко, ведь она была лишь котенком. А котята так любят играть с другими. Недолго думая, сотрудники подсадили к ней обычного котенка. Им было любопытно, как поладят между собой представительницы двух разных видов. Дуси была совсем юной, такой же, как ее более крупная соседка. Сначала животные остерегались друг друга. Они знакомились под наблюдением персонала зоопарка, те опасались, что что-то пойдет не так. Рысь легко могла напасть на беззащитную маленькую кошку. Однако ничего подобного не случилось. Животные прекрасно поладили. Очень скоро их оставили наедине. Такие разные звери, несмотря ни на что, стали близкими друзьями. Они все делали вместе, становясь ближе по мере взросления. Все, кто приходил в зоопарк, хотели увидеть этот необычный дуэт. Рысь и кошка, мирно живущие вместе, стали настоящими звездами. В вольере было два огороженных угла, чтобы у Дуси и Линды была своя личная территория. Рысь не могла влезть в узкую дверцу, предназначенную для кошки. Сотрудники сделали это для того, чтобы животные могли разойтись по углам, если того захотят. Кроме этого, иногда Дуся и Линда таскали друг у друга еду, несмотря на то, что их порции всегда имели разный размер. Зонирование позволяло избегать подобного, так животные могли поесть спокойно. Необычная дружба длилась на протяжении 12 лет. В январе 2020-го Дусю разбил инсульт, и она погибла. Линда осталась в вольере одна. Она скучает по своей подруге, но не очень сильно. В конце концов, в последние годы они были уже не так дружны, как прежде. Потребность в общении у кошек в основном возникает в юном возрасте. Чем они старше, тем больше она уменьшается. Больше в вольер рыси никого не подсаживают. Сотрудники зоопарка решили, что Дусю для Линды никто не заменит.